Мы, современное человечество, считаем себя развитой цивилизацией, но, как ни парадоксально или скорее нелепо, находимся в очень странном положении. Мы абсолютно ничего не знаем о том, кто мы такие, откуда пришли, кем были наши предки. Последние открытия в истории, археологии и даже в географии на самом деле явились не открытиями, а загадками, ставящими в тупик. Несмотря на продвинутые технологии, мы до сих пор не можем понять, каким образом были возведены пирамиды, мегалиты, грандиозные храмы древности. Причем в поле зрения появляются все новые и новые невообразимые сооружения и артефакты, которые каким-то странным образом находились совсем рядом, но не попадались на глаза. Странным образом оказывается, что пирамиды есть и в Китае, да поболее египетских, да не единицы, а тысячи. В Антарктиде, похоже, тоже. Совсем недалеко от берегов Японии и Кубы, на дне океана, буквально под носом, обнаруживаются циклопические сооружения еще похлеще пирамид. Да и много еще всякого всплывает. Как-то не по себе от всего этого, не правда ли? Раньше от простой и наглядной теории Дарвина было даже как-то спокойно и надежно. А теперь, оказывается, все не так и ничего не известно. От хоть и смутной, но веры в то, что мы созданы по образу и подобию Бога, было также надежно и уютно. А сейчас уже сомнения, не пришельцы ли явились тем самым подобием и образом. Те же или другие неизвестные пришельцы так и продолжают летать тут и там, не удостаивая нас, высокоразвитую цивилизацию, контактом. Средства массовой информации все обставляют загадками, а наука скромно помалкивает. Удивляет то, что данные обстоятельства не кажутся нам странными, а принимаются как должное. Ну, есть белые пятна. Ну так что, мало ли еще чего не изучено. На самом деле, таких белых пятен накопилось уже до неприличия много. И все это ненормально и неестественно, а нелепо и странно. И мы точно делаем что-то не так, судя по многим признакам. Еще недавно примером для подражания были покорители новых вершин, строители новой жизни, энтузиасты своего дела, создатели. А сейчас стандартный образец для подражания – потребитель, который может себе позволить то, чего другие не могут. Если раньше настоящие люди добывали себе славу в горах и океанах, на полярных льдинах и в холодной Арктике, на грандиозных стройках и неизведанных просторах, то сейчас настоящие люди куда-то исчезли. Их место заняли системные функционеры, менеджеры, члены социальных сетей, звезды Ютуба и поп-звезды. Раньше и друзья были настоящие, а теперь суррогатные. Либо подтвердите дружбу, либо сообщите нашему пользователю, что не знакомы с ним. Мы что-то делаем не так уже лишь потому, что дикие животные и растения не знают болезней, в то время как сам человек, а также его домашние животные и культурные растения болеют постоянно. Почему бы это? Из чего все началось? Мы оказались в каком-то нелепом положении. Согласны? Мы как потерявшиеся или кем-то брошенные дети. Вокруг нас творятся какие-то вещи, но помимо нас. И даже то, что творится в нами же созданной песочнице, происходит помимо нашей воли. Мы не можем это контролировать. Погрязли в войнах, конфликтах, болезнях, кризисах, близки к экологической катастрофе. Тревога и стресс – наши привычные спутники. Очередная загадка – Аркаим, который до недавнего времени был также рядом и незамечаем, в очередной раз показывает, что мы всего лишь неразумные дети. Наши родители, построившие это сооружение, бесследно пропали, будто куда-то ушли, оставив нас спящими. И вот мы проснулись и вдруг осознали, что теперь придется как-то обходиться самим. Но мы не пробудились окончательно, и так и продолжаем жить, словно во сне. Поклоняемся святыням, но не отдаем себе отчета, почему и зачем. Ищем скрытую мудрость в древних текстах, но не понимаем смысла. Пытаемся следовать тысячелетним духовным практикам, но тщетно. Мы забыли что-то очень важное. Мы делаем что-то не так. Мы потерялись, и мы устали. Устали, еще не начав жить.
Я это вижу по статистике суицидов и депрессий, превратившейся уже в пандемию, а также по растерянным письмам читателей, особенно молодых, которые находятся в общем для всех затруднительном положении, не знают, что делать со своей жизнью.